Привет, это Бабл на канале Технозон, и сегодня мы с вами поговорим о некоторых Android TV устройствах, таких как Xiaomi Mi Box 3, Xiaomi Mi Box S, KM9 на Android TV, KM9 на Android TV 9 и на KM3. Так вот, очень часто я вижу в комментариях в YouTube и в личку вопросы о том, что у многих людей тормозит интерфейс после выхода из сна, либо же тормозит интерфейс после включения устройства. С чем это связано? Сегодня мы ответим на этот вопрос. А также я отвечу на вопрос, почему у меня в видео о подмене памяти все летает, и почему не все приложения можно переносить на ту память, которую вы сделали из флешки, и как сделать так, чтобы можно было записывать туда абсолютно все приложения. А также в этом выпуске мы с вами рассмотрим вопрос, чем же чистить память в этом самом Xiaomi Mi Box серии, ведь это так сильно перекликается с общей проблемой тормознутости интерфейсов Xiaomi Mi Box. И перед тем, как перейти к нашему Xiaomi Mi Box, я хочу вам сказать, что для того, чтобы не пропустить все наши дальнейшие обзоры сервисов, настройки Smart TV боксов, обзоры этих самых Smart TV боксов, а также обзоры компьютерных сборок, компьютерных программ, игр, я советую вам нажать подписаться и колокольчик. А также в описании под видео есть огромное количество различных обзоров Smart TV боксов и ссылок на эти самые Smart TV боксов. И также ссылки на наши паблики Viber, ВКонтакте, Facebook, официальный канал Telegram и мой личный Instagram. Ну что ж, а теперь хавабанга, ребята, это же Бубльгум, поехали! Сегодня мы с вами разберем эти проблемы на примере Xiaomi Mi Box 3. И у меня они никогда не тормозят. Ни Xiaomi Mi Box S, ни Xiaomi Mi Box 3, в какой бы сон они не уходили. Я вам объясню почему. Дело в том, что сам по себе интерфейс Android TV 8 построен таким образом. Вот, кстати, мы видим с вами пример, кружится кружочек, да, и вот появился какой-то черный экран предпросмотра. Так вот, весь интерфейс Android TV при включении, либо при пробуждении начинает кэшировать абсолютно все плиточки вот вашего интерфейса. Каждую плиточку, каждого канала, который есть у вас на вашем устройстве, KM9, неважно на каком, оно начинает кэшировать. Если у вас достаточно низкая скорость интернета, то у вас начинаются проблемы. Сейчас мы с вами проведем небольшой эксперимент. Ну, во-первых, мы узнаем, какая скорость интернета у нас сейчас. Для этого мы установим спид-тест. Не наш привычный спид-тест, а специальный для Android TV. Вот такой вот Analytics Wi-Fi Tester and Analyzer. Это очень крутой тест, который, вот он у меня, кстати, установлен, мы его сейчас обновим. Мы открываем его. И я вам объясню первую причину. Дело в том, что если у вас недостаточная скорость сети, то ваш интерфейс будет тормозить однозначно. Есть решение этой проблемы, мы сейчас его разберем. Вот у нас сейчас 9 мегабит на загрузку и 1 мегабит на выгрузку. Нам этого хватит, в принципе, для просмотра вот такого вот 720p и 1080p. Поэтому мы с вами сейчас проведем небольшой тест. Мы с вами сейчас перезагрузим бокс, вернее отправим его в сон, и вы увидите, насколько он сильно после этого тормозит и что же происходит с интерфейсом. Сейчас у меня все абсолютно кэшировано, поэтому интерфейс вроде бы летает, и у всех это происходит точно так же, когда они включают бокс, он сначала что-то прогружает и все летает. Потом поехали, перезагрузим TV-бокс. Мы видим, что наш Xiaomi Mi Box уже грузится, и сейчас мы с вами увидим, что же происходит с интерфейсом после загрузки на медленном интернете и как он кэширует. Даже загрузка происходит долго, и мы видим, что интерфейс превращается, вот он работает ужасно. Переключение с лагами, с тормозами, мы видим, что не все плитки, это невозможно даже пользоваться. То есть это то, что испытывают... Все, не могу. Это то, что испытывают на себе там 50%, видите, пустые плитки, 50% пользователей, даже больше, наверное, судя по вопросам, которые используют Xiaomi Mi Box серию, либо Android TV серию, сейчас интерфейс практически не работает. То есть я очень много нажимаю, но вот действий практически нет. Это все лагает до ужаса. Сейчас он прогрузится, и потом через время он будет работать нормально. Но как нам с этим бороться? То есть, если я сейчас включу интернет на очень высокую скорость, то все будет белиссимо и все заработает отлично. То есть, скорости сети будет достаточно для того, чтобы кэшировать. Если у вас меньше, чем 10 или 20 мегабит, то, ребята, даже не балуйтесь Xiaomi Mi Box, он будет всегда тормозить из сна. Но мы с вами начинаем оптимизировать наш интерфейс. Для начала мы удаляем ненужные каналы. Обычно люди не обращают на это внимания, и очень много ненужных каналов кэшируют каждый раз
нас загрузку, да, поэтому мы удаляем здесь у нас Analytics есть, Netflix я не смотрю, Google Play Music использую, Red Bull, ну Red Bull у меня благо отключен, YouTube 3 канала, в тренде, мне в тренде не нужно, подписки мне тоже не нужны, рекомендованные оставлю, я даже в тренде оставлю, ладно, так уж и быть. Теперь мы идем в Google Play фильмы, мы отключаем, потому что я его просто не использую, меньше каналов, меньше кэша нам нужно, в избранное заходим. Здесь мы тоже из избранного удаляем Analytics, ну и удалю рекламные каналы. В принципе уже лучше, поверьте, уже при следующей загрузочке это будет тормозить меньше. Дальше мы идем с вами в настройки. И ищем пункт «Главный экран». И именно здесь кроется самая главная проблема. Включить предпросмотр видео и включить предпрослушивание аудио. И это значит, что ваш интерфейс пытается каждый раз показать какие-то миниатюрные сцены в тех плиточках, которые это поддерживают. Мы это отключаем, но заметьте, мы это отключаем только на медленном интернете. И это все, что касается работы интерфейса Xiaomi Mi Box 3. Xiaomi Mi Box 3 уже будет работать просто отлично на этой скорости. Никаких тормозов и лагов после того, как вы его усыпите или пробудите, не будет. Но что касается интерфейса Xiaomi Mi Box S серии, и кстати это относится и к KM9 на Android TV и KM3, который тоже на Android TV 9, то там есть сервис Spotify. Как его отловить, мы с вами сейчас найдем. И кстати сразу же рассмотрим вопрос очистки памяти. Подключаем Xiaomi Mi Box S. Сейчас уже загружается наш Xiaomi Mi Box S. Там он включился, и мы видим сразу же работающий интерфейс. Отлично работающий интерфейс, без всяких лагов, тормозов. Ведь у нас просто-напросто убраны предпросмотры, аудио и видео. И все это работает шикарно. Все на том же медленном интернете. Но что касается очистки памяти в Android TV устройствах. Очень многие задают мне вопрос в соцсетях, и мы сейчас с вами рассмотрим приложение, которое есть прямо в Play Market. Это для того, чтобы далеко не ходить. Заходим в Play Market и просто произносим TV Memory Cleaner. Пожалуйста, это первое приложение, которое выпадает по данному запросу. Устанавливаем TV Memory Cleaner, нажимаем «Установить». Он у нас появляется в главном меню приложений, которые у нас установлены на нашем Xiaomi Mi Box S. И вот он, TV Memory Cleaner. Если мы зайдем в него, то здесь будет всего лишь 5 вкладок. И вот что касается ускорения интерфейса Xiaomi Mi Box S, KM9 и KM3. Если у вас эта служба Spotify не работает, то пожалуйста и не мучайтесь. Кстати, Aptoide тоже очень сильно тормозит, поэтому мы должны выполнять с вами Clean All Apps. Он очищает память кроме TV Memory Cleaner, но есть еще один момент. Заходим в System Apps. Давайте нажмем Refresh, и мы все равно увидим работающий Spotify. И именно он тоже отвечает за повышенную нагрузку системы, хотя пишет CPU Time 0, если вы понаблюдаете, со временем то CPU Time будет расти. Нажимаем Clean System Apps, если мы рефрешнем, то опять получим работающий Spotify. Spotify, если вы не используете данный сервис, можно спокойненько отключать. Идем в приложение, ищем этот самый Spotify в системных программах. Вот он, пожалуйста, я его нашел. Нажимаем «Остановить», «Ок» и «Отключить», «Ок». Все, Spotify у нас отключен. Если мы сейчас обратно войдем в Memory Cleaner и рефрешнем, то Spotify уже здесь не будет. Пожалуйста, рефреш. Нет такого. Кстати, очень крутая программа для очистки памяти вашего устройства. Всем советую, используем. Можно вынести на панель быстрого доступа. И это я сразу же отвечаю на ваш вопрос, чем очищать память в Android TV устройствах, таких как Xiaomi Mi Box, Xiaomi Mi Box 3, Mi Box S, KM9, KM3 и в принципе Nvidia Shield TV тоже подходит. И теперь мы с вами переходим к следующему вопросу. Это быстрая память. Быстрая память, внешняя быстрая память. После того, как я выпустил видео о том, как сделать флешку, обыкновенную флешку внешней памятью вашего устройства Xiaomi Mi Box, возникло очень много вопросов. Я установил флешку, я ее форматнул как внутреннее устройство, все работает, но все работает медленно. Я вам объясню одну простую причину. Хотя Xiaomi Mi Box S и поддерживает Fast USB, его не поддерживают вот такие вот флешки. Практически ни одна. Максимальная скорость чтения, которую они заявляют, это 14 мегабайт в секунду, и максимальная скорость записи это 5 мегабайт в секунду. Но, ребят, я не видел еще ни одной флешки, которая бы очень честно выполняла этот стандарт. Хотя 14 мегабайт в секунду это маловато. Поэтому решение
быстрой памяти, внешней быстрой памяти, это вот такие вот microSD карты с обыкновенными переходниками. Ссылочку на переходничок подходящий плюс какую-то нормальную SD-карточку я обязательно положу под видео. Но именно вот такое вот сочетание картридера с вот такой вот флеш-карточкой дает самую максимальную скорость, которая позволяет вашему Android TV устройству обращаться свободно к этой вот флешечке на скорости около 20 мегабайт в секунду на чтение и 16-18 мегабайт в секунду на запись. И этого вполне достаточно для того, чтобы нормально работали ваши приложения. Давайте я просто ее сейчас включу, и вы посмотрите, что это действительно так. И мало того, мы с вами сейчас перенесем те приложения на флешку, которые не переносятся априори. Вот я вставил нашу флешечку, и у меня появилось меню «Использовать как накопитель». Нажимаем «Использовать как накопитель», он предлагает форматировать, мы его обязательно форматируем. И, пожалуйста, он предлагает перенести данные сейчас. Я не буду сейчас переносить и тратить на это время, потому что мы с вами хотим записать это видео побыстрее. И одним из примеров приложений, которые невозможно перенести, это A-Stream Media. Мы с вами войдем в приложение, зайдем и установим его сейчас. A-Stream Media. Пожалуйста, первым же у нас вываливает A-Stream Media for Android TV, устанавливаем. И после установки, если мы с вами перейдем в настройки, то, черт возьми, мы с вами увидим следующую картинку, что он установлен на внутренний общий накопитель, а как же на USB флешку, ведь мы ее сделали внутренней памятью. Давайте проверим, действительно ли она внутренняя память. Заходим в хранилище и сброс, и да, действительно у нас есть USB-накопитель. Ну как так? А все очень просто. Для того, чтобы нам разрешить сохранять на этот накопитель абсолютно все приложения, мы заходим в обустройстве, клацаем много раз на сборку, получаем права разработчика, идем в меню для разработчиков и опускаемся в самый-самый-самый низ. И здесь есть такой пункт «Разрешить сохранение на внешние накопители», вне зависимости от значений в манифесте. И включаем этот самый пункт. Во-первых, теперь приложения, которые не устанавливаются, будут устанавливаться автоматически на саму флешку, но я вам советую, конечно же, проверять установку. Если же они все-таки устанавливаются на внутреннюю, то их теперь можно переносить. Пожалуйста, теперь у нас есть выбор на USB-накопитель. Кстати, этого выбора буквально минуту назад не было. После переноса вы можете это сделать абсолютно со всеми приложениями. Просто переносить их теперь на USB-флешку без каких-либо проблем. Вот, пожалуйста, например, Aptoide у нас уже в USB-накопителе. Так что все решаемо. Быстрая флешка плюс включение опций в меню разработчика решает абсолютно все проблемы. Итак, в этом выпуске мы с вами убрали тормоза интерфейса Android TV серии. Плюс мы с вами научились очищать память Android TV устройств и разобрались, почему же все-таки у нас тормозит внешняя память, которая сделана внутренней в виде флешки на вашем Android TV устройстве. Ну, а если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх, если нет, пальцы вниз. Подписываемся. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока, ребят!